Сегодня мы расскажем о еще одном прародителе современных бестселлеров АвтоВАЗа – универсалов Веста Кросс и Калина, а вернее уже Гранта Кросс. Все началось в начале 2000-х годов с Lada 111 с немыслимой для этой модели приставкой GTI 2 литра 4х4. О ней мы уже делали видео. Спустя 7 лет после выхода полноприводной 11 в 2006 году АвтоВАЗ представил еще один универсал, построенный по тому же рецепту. Это была Калина первого поколения, получившая шильдик 4WD. А вместе с ним также подключаемую через виско-муфту заднюю ось более мощный 99-сильный тольяттинский двигатель 1,8 литра в паре с усиленной механикой. После видео про Quattro 11 многие хотели увидеть не только фото полноприводной Калины, но и машину в движении. К сожалению, материала на просторах интернета крайне мало, и в этом видео будут только фотографии. Спасибо за понимание. Кроссовер на базе Калины начали разрабатывать сразу после постановки модели на производство в 2005 году. Впервые полноприводный универсал Lada Kalina 4WD показали на 12-м Тольяттинском автосалоне, проходившем в сентябре 2006 года. В следующем 2007 году автомобиль был продемонстрирован также и на Московском международном автосалоне. В качестве отдельного экспоната была представлена трансмиссия этого автомобиля. Собственно, ничего принципиально нового из себя не представлявшая. Задняя подвеска на оригинальном подрамнике. На выставочной машине стоял двигатель 211-28, 1,8 литров, 99 лошадиных сил, а главная передача увеличена до 4,3. Единственное серьезное отличие от освоенных ранее схем состояло в том, что все та же виско-муфта ГКН стояла не у задней оси, а примерно посередине, между передней и задней осями. К стандартной коробке передач был пристыкован оригинальный редуктор отбора мощности, вал от которого передавал момент на виско-муфту. А далее точно такой же вал транслировал его на стандартный нивовский редуктор, установленный вместе с оригинальной двухрычажной подвеской на подрамнике. Ради размещения подрамника инженерам пришлось перекроить бензобак и сдвинуть впритык к заднему бамперу нишу запасного колеса. Но вариант получился удачным и долгое время считался венцом эволюции полного привода АвтоВАЗа. Как и похожую модель 21116, которая была классом выше, Lada Kalina 4WD позиционировали как автомобиль для любителей активного образа жизни, оснащенный полноприводной трансмиссией, позволяющей водителю уверенно чувствовать себя как на шоссе, так и в сложных дорожных условиях. Особенностями конструкции являлись передний подрамник с треугольными рычагами, задняя подвеска типа Макферсон, а также более мощный двигатель 1,8 литров 99 сил 160 ньютон-метров. Благодаря этому автомобиль обладал повышенной энерговооруженностью и курсовой устойчивостью, особенно на скользкой дороге, улучшенными показателями управляемости и маневренности. Вместе с полноприводной трансмиссией Lada Kalina 4WD получила обновленный дизайн, новую решетку радиатора, передний и задний бампер и практичные накладки на пороге, плавно переходящие в колесные арки. Также НТЦ АвтоВАЗа разработал 4 версии моноприводной Калины под обозначением Kalina Cross XM001. Первый вариант оснащался шинами 185 на 65 14 диаметра от Приоры, задними барабанными тормозами, ABS, увеличенным дорожным просветом по сравнению с Калиной на 28 мм, на 20 за счет амортизаторов и на 8 за счет радиуса шин. Второй и третий варианты – это шины 195 на 55 15 диаметра, задние дисковые тормоза без ABS, увеличенный дорожный просвет по сравнению со стандартной Калиной на 30 мм, 20 мм прибавили амортизаторы, 10 мм прибавил радиус шин. Четвертый вариант имел такие же шины 15 диаметра, 195 на 55, кстати, это Кама Евро 236, задние дисковые тормоза без ABS. По сравнению с вариантом 3 введены дополнительные элементы между кузовом и подвеской. Это позволило увеличить дорожный просвет на 53 мм спереди и на 58 сзади. Но в ходе тестов этого варианта были зафиксированы недопустимые контакты кузова с элементами подвески. Увы, никакого окончательного варианта Lada Kalina 4WD и Kalina Cross не получила ни с каким типом привода. Времена мечтателей и энтузиастов на АвтоВАЗе прошли. Бренд Lada вступил в эпоху прагматики. На полноприводный универсал, как ни просили о нем фанаты марки, денег в очередной раз не нашлось.
К сожалению, никакого серийного варианта Калина 4х4 так и не получила. Ее могли бы выпускать в опытно-промышленном производстве АвтоВАЗа. На данный момент оно уже не существует. В декабре 2015 года его ликвидировали. Объем переделок базовой машины оказался велик, и конструкция вышла дорогой. К тому же полноприводная Калина попала в самый пик лихорадочных метаний завода в поисках стратегического инвестора. Свободных средств почти не было, а к 2008 году не стало совсем. В итоге, как у нас принято еще с Союза, инженеры отработали в корзину, а жизнеспособные и конкурентоспособные проекты стали мусором. К теме кроссовера на базе Калины вернулись, и в 2014 году АвтоВАЗ начал выпуск Lada Kalina Cross, отличавшийся от исходного универсала молдингами, накладками на колесных арках и порогах, вставками на панелях приборов, модернизированными креслами, увеличенным дорожным просветом, который составлял 19 сантиметров. В 2018 году было завершено производство семейства Lada Kalina. Калина перешла в обновленную Гранту, и кузова от универсалов, хэтчбеков и кроссовой версии перешли в обновленное семейство Гранта. Делитесь своим мнением в комментариях, подписывайтесь на канал и будьте в курсе последних событий автоиндустрии.